Привет всем любителям геймдева и не только. Сегодня у нас завершающее видео по созданию персонажа для нашей игры, в котором мы сделаем для него не только скелет, но еще и пару анимаций. Не стал его делить на две части, уже хочется поскорее закончить и закинуть его в нашу игрулю и играть все-таки за него, а не за тот кубик. Поэтому сегодня будет большой подробный урок, материала будет дохрена, возможно не все дойдут до конца, так что прямо сейчас влепите данному видео жирный палец вверх. Я вижу, что вам заходит данный формат, так что давайте наберем 100 лайков, и я сразу выпускаю новый ролик. Ну а мы не будем терять время, погнали! Начнем с того, что приведем размеры нашего игрока к размерам прототипа нашего игрока в Unity. Как мы помним, в Unity мы создали кубик со стороной в 1 метр, поэтому давайте здесь создадим в блендере тоже кубик, но он уже по дефолту создается со стороной 2 метра. Изменим на 1 и переместим его повыше. Теперь отмасштабируем нашу модельку, чтобы она была сопоставима с нашим прототипом. Если все значения нас устраивают, то нажимаем Ctrl-A и применяем масштаб, что приведет к сбросу нашего масштаба на единичный. Вообще старайтесь изначально создавать ваши модели в 3D редакторе реалистичного размера, так чтобы вам потом не пришлось в игровом движке менять их масштаб, повороты и так далее. Так как это не только создает кашу в игровом движке, но это также может повлиять и на физику, на отображение, и вообще сам Unity у себя в доках советует лишний раз не настраивать параметр Scale для ваших компонент Transform. Так, ну а мы молодцы, мы все четко настроили и можем переходить непосредственно к нашему ригу. Чтобы добавить нашу косточку, нажимаем Shift-A, арматура. И чтобы наши кости отображались поверх объектов, во вкладке арматуры в разделе Viewport Display нажимаем галочку In Front. Теперь клавишей Tab переходим в режим редактирования и начинаем выстраивать наш скелет. Здесь все просто, нажимаем клавишу E и обычным экструдированием выдавливаем наши новые косточки. Там, где шея, мы немного наш скелет изогнем и добавим еще одну косточку для головы. Так, вот здесь вот я, пожалуй, поправлю, чтобы каждая кость отвечала одна за таз, за живот и за грудак. Как мы видим, все наши косточки связаны, если мы двигаем одну, двигаются и другие. Но если мы сейчас выдавим из хвоста нашу кость, то она будет свободной, так как соединение происходит только в одном направлении. Теперь построим наши лапы. Здесь можно обратиться к референсам того, как устроен скелет у собак, например. Ну, примерно как-то вот так вот это должно выглядеть. Выделяем все косточки, переходим на вид спереди и смещаем их по центру лапы. И делаем все аналогично для задней лапы. Теперь, если перейти в режим Pose Mode, то мы увидим уже такой достаточно готовый скелет. Единственное, что наши лапы не прикреплены к телу. Давайте это исправим. Переходим в режим редактирования. Выделяем нашу косточку, которую хотим присоединить, затем той, к которой хотим присоединить, и нажимаем Ctrl-P, Keep Offset, что присоединит нашу кость с заданным смещением. Аналогично делаем для передней лапы, и как мы видим, крепление происходит к концу нашей косточки родителя, поэтому при построении скелета учитывайте этот фактор. Теперь, как мы видим, наши лапы прикреплены к телу. Давайте попробуем, например, создать анимацию бега. Как мы видим, это прямо сейчас супер неудобно. Хотелось бы управлять только стопой и двигать при этом всю ногу. Это реализуется при помощи обратной кинематики. Сейчас у нас прямая кинематика, то есть каждый родитель двигает за собой своего ребенка. По обратной кинематике наоборот, ребенок двигает родителя. Но прежде чем приступить к обратной кинематике, давайте выполним такой важный этап, как именование костей. Потому что иначе потом у нас будет такой фарш, что мы просто запутаемся, где какая кость. Для этого переходим во вкладку арматуры и нажимаем галочку Names. Сохраняя форматирование блендера, переименовываем все кости. 2 hours later. Так, ну что, у меня получилось примерно вот так вот. Для лап я добавил postfix.l. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем потом работать с симметрией, ну и вообще для отличия левых лап от правых. Ну а теперь давайте приступим к нашей инверсной кинематике. Мы хотим, чтобы вот эта стопа управляла всей ногой. Для этого выбираем предыдущую кость и во вкладке Bone Constraint добавляем наш ограничитель Inverse Kinematics. Желтая пунктирная линия показывает, как далеко по цепочке будет оказывать свое действие инверсная кинематика. В нашем случае она оказывает воздействие полностью на весь скелет, что нас, конечно же, не устраивает, поэтому меняем параметр Chain Length на 3. Также нам необходимо заполнить следующие поля. Это выбрать скелет, наш арматур, и выбрать кость, которая будет управлять нашим AK. В моем случае это Back Paw L. На данном этапе, если мы перейдем в режим Pose Mode, то желаемого эффекта мы сейчас не увидим.
Все потому, что наша кость до сих пор прикреплена к всей нашей лапе, и, соответственно, мы ее можем только вращать. Чтобы мы могли ее перемещать, нужно ее отсоединить от родителя. Для этого нажимаем Alt-P, Clear Parent. Переходим обратно в режим Pose Mode. И сейчас, казалось бы, уже все здорово. Но мы можем наблюдать вот такой вот неприятный эффект. Наша пятка просто отрывается, если мы ее сильно растягиваем. Это происходит, так как мы ее отсоединили от нашей цепочки. Давайте нажмем Ctrl-Z и отменим данное действие. Для того, чтобы это исправить, переходим в режим редактирования и создадим дополнительную управляющую кость, которая будет отвечать только за инверсную кинематику. Выдавим ее прямо из пятки. Я ее назову Back Leg IKL. Теперь в ограничителе заменим нашу новую управляющую кость. Переходим в режим Pose Mode. Все должно работать. Но я тут ее забыл отсоединить от родителя также, поэтому переходим в Edit Mode, Alt-P, Clear Parent. Возвращаемся в Pose Mode. И стало лучше. Теперь пятка не отрывается, но она теперь и не поворачивается. Хотелось бы, чтобы она соответствовала повороту нашего управляющей кости. Как мы можем это исправить? Мы можем соединить данную кость с нашей управляющей через Keep Offset. Но тогда, как мы понимаем, она опять оторвется от нашей цепочки ноги и будет свободно перемещаться. Для этого переходим во вкладку Constraint и добавляем нашей косточке ограничитель Copy Location, которая будет связана с нашей Back Leg 003. Она переместится в начало данной кости, но это не беда, просто меняем параметр на Tail. Все, вот теперь шикарно. Наша кость вращается и не отрывается. Посмотрим, что еще за поля можно ввести в нашем IK. Есть такое поле, как Pole Target. Оно отвечает за то, куда будет смотреть наш коленный сустав. Тем самым мы сможем вращать наше колено в нужном нам направлении. Давайте создадим еще одну управляющую косточку. Выдавливаем, отсоединим ее Alt-P, Clear Parent и переместим немного вперед. Для данной косточки не важно ни направление, ни размер, ни то, как она повернута, нам важно лишь ее местоположение. Обзовем ее Back Leg Pole L и укажем данную кость для нашего IK. После чего у нас вывернет наш сустав. Это нормальная практика, достаточно ввести значение Pole Angle 90 или минус 90 градусов. Причем не обязательно значение может быть ровным. То есть, например, если мы перейдем в режим редактирования, мы увидим, как изначально были построены кости. И вот в моем случае получилось минус 82 градуса. Теперь, если мы будем двигать колено, мы увидим, как вращается наш коленный сустав. И также мы можем вращать стопой. Только получается теперь, если мы двигаем нашу стопу близко к полюсу, то колено выворачивается. Это достаточно легко исправить, соединив две управляющие кости через Keep Offset. Отлично, на этом мы с задней лапой заканчиваем. И повторим все то же самое, но уже вкратце для передней лапы. Удаляем родителя для нашей стопы. Alt-P, Clear Parent. Выдавливаем нашу новую управляющую кость. У нее тоже убираем родителя. Выдавливаем косточку для коленного сустава. У нее тоже убираем родителя. Смещаем ее вперед. Переименуем наши кости. Переходим в Pose Mode. Добавляем ограничитель для нашего IK. Выставляем Chain Length 3. Выбираем наш арматур и управляющую кость IK. Также выбираем арматур и Front Leg Pole для управления коленным суставом. Сустав выворачивается, меняем градусы. Поворачиваем правильно наш коленный сустав. Keep Offset соединяем стопу с IK. Keep Offset соединяем наш полюс с IK. И добавляем ограничитель на Copy Location, чтобы наша стопа присоединялась к нашей ноге. Меняем на Tail. И все, готово. Ну что, давайте до кучи добавим еще инверсную кинематику для головы. Здесь все аналогично, соединяем нашу голову с управляющей костью через Keep Offset. Для управляющей кости убираем родителя. На шею кладем ограничитель Inverse Kinematics. Выбираем наш арматур и выбираем нашу управляющую кость. Chain Length меняем на 2, потому что у нас в шее всего 2 косточки. А для хеда установим ограничитель Copy Location, который будет связан с нашей шеей. Арматур. И выбираем косточку для нашей шеи. И меняем на Tail.
Для нее даже полтаргет выставлять не буду. Если надо будет, добавите. Еще очень важный момент. У всех управляющих костей нужно во вкладке Bone убрать галочку Deform, чтобы потом, когда мы применим наш скелет к мешу, они его не деформировали. Так, ну что, с лапами мы закончили. Теперь надо все это скопировать на правую сторону. Для этого давайте перейдем на вид спереди. Нажмем клавишу B для прямоугольного выделения. Выделим все наши лапы вместе с управляющими костями. Перейдем сверху на вкладку арматур и выберем Symmetrize. Благодаря тому, что мы изначально правильно проименовали наши косточки .L, заменилось на .R. Так что больше в этом плане от нас никакой работы не требуется. Все связи сохранились, все двигается, все прекрасно. Вот здесь, правда, забыл присоединить наш хвост к жопе. А также давайте создадим еще одну очень важную кость, наш корневой элемент, к которому будут крепиться все наши косточки. Назовем его Root Bone. Нам следует к нему присоединить нашу жопу. Также присоединим наши управляющие кости IK. Голову обязательно присоединяем. И также не забываем у нее убрать галочку Deform. В принципе, мы готовы приступить к анимации нашего собакена, но перед этим давайте сделаем пару манипуляций, которые, возможно, сейчас будут непонятны, зачем они нужны, но в конце видео я объясню, для чего мы их делали. Нажимаем клавишу N. В открывшемся окне в параметре Rotation, там где X, вводим минус 90 для нашего собакена и для нашего скелета. Это повернет их. После чего мы говорим Ctrl-A, Apply Rotation и поворачиваем обратно на 90 градусов. И в этот момент уже не применяем Rotation. Оставляем так. Все. Так, ну а мы возвращаемся, применяем наш скелет к нашему мешу. Для этого переходим в объектный режим. Сначала выделяем меш, который хотим присоединить, затем скелет, к которому хотим присоединить, Ctrl-P. И выбираем With Automatic Weights, который присоединит наш меш с автоматическим распределением весов по мешу. Теперь, если мы начнем двигать, то мы увидим, что у нас все двигается. Все вроде шикарно. Единственное, что мне не нравится, как у него прогибается спина. Немножко подправим веса. Для этого в объектном режиме выделяем сначала скелет, а затем меш, который будем разукрашивать. Выбираем Weight Paint. Правой кнопкой мыши выделяем кость, которую хотим подправить. И здесь задаем параметры нашей кисти. Вес выставляем в 0. Силу, ну где-то в половинку, например. Немножко увеличим радиус кисти. И начинаем рисовать. В принципе, силу можно поставить побольше. Убираем яркие пятна со спины. Чем ярче пятно, тем сильнее оказывается воздействие на данный участок. Прямо в этом режиме можем проверить, как мы все подправили. Правой кнопкой мыши выделяем управляющую кость, двигаем. Нас все устраивает? Да, нас все устраивает. Ну и все, и переходим к анимации. Так как Motion Capture у нас под рукой нету, то будем пользоваться старыми добрыми референсами. Находим какую-нибудь анимацию, которая соответствует нашим запросам. Например, в нашем случае я буду создавать анимацию бега. Гуглим данную анимацию, какие-то картинки, раскадровки и по ним рисуем. Допустим, воспользуемся вот такой вот картинкой из 6 кадров. Для того, чтобы записывать анимацию, нам понадобится запоминать ключевые кадры. Для этого в разделе Keying выбираем Location and Rotation, чтобы будет запоминать позицию и поворот наших костей. Перейдем в Pose Mode. А вообще нам понадобится внизу окно не Timeline, а Dope Sheet, которое позволяет более тонко управлять нашими анимациями. Слева выбираем Action Editor и создадим нашу первую анимацию, назовем ее Run. Давайте увеличим масштаб таймлайна и создадим первый кадр нашего бега. Здесь все просто, перемещаем наши кости в соответствии с рисунком. И когда наша поза примерно готова, особо сильно здесь на данном этапе не заморачиваемся, выделяем все кости клавишей А и нажимаем И. Тем самым он у нас запомнит позицию и повороты для всех костей. После чего смещаемся на 5-й кадр и создаем
анимацию для второй нашей картинки. Ноги поближе к земле, передние лапы поближе к земле, ноги поближе к телу. И здесь уже запоминаем не всех к оси позицию, а только для тех, которых мы подвинули. Так продолжаем действовать для всех последующих кадров. Когда мы закончили, дублируем наш нулевой кадр на 30-й, то есть все кости. И тем самым мы замыкаем наш луп, чтобы анимация выглядела циклично. Обратите внимание, что у меня анимация начинается с 1 по 30 кадр, а первый фрейм установлен в 0. Потому что если бы анимация шла с 0 по 30, то 0 и 30 на стыке давали бы два одинаковых кадра, что нам не нужно. Запустим, посмотрим, что из этого получилось. Выглядит, мягко говоря, неестественно, потому что мы двигаем только лапы. Для того, чтобы анимация выглядела более реалистично, старайтесь задействовать все ваши кости. Так, уже лучше. Не идеально, конечно, но я думаю, сойдет. Если у вас анимация циклична и на стыках вы видите какие-то задержки, паузы, там что-то дергается, вам что-то не нравится, обратите внимание на Graph Editor. Там вы увидите кучу синусоид. Допустим, выберем вот эту вот кость. И они как бы двигаются по вот такой плавной кривой. Но на стыках они считают, что слева и справа линии прямые, поэтому вход будет не одинаков циклически. Это можно либо руками там подвигать, либо можно нажать Shift-E и выполнить Make Cycle для того, чтобы залупить эту анимацию. И тогда это должно исправить данную ситуацию. Выполнить это, соответственно, нужно будет для всех костей. Так, с этой анимацией мы закончили. Но что делать, если мы хотим создать какую-то более сложную анимацию, на которой нет референсов, допустим? Тогда можно воспользоваться ротоскопингом. Это такая хрень, когда мы прямо поверх видео срисовываем кадр за кадром с реального живого объекта. То есть окно рисунка нам больше не понадобится. А вместо этого мы прямо в наш 3D вид закинем видос, который разместим за нашим объектом, из которого будем срисовывать. Создадим для этого новую анимацию. Я назвал ее Start Run. Удаляем все ненужные кадры. Перемещаем ползунок на первый кадр. И говорим для всех костей Alt-R и Alt-G, что сбросит все наши трансформации для этих костей. Теперь переходим в объектный режим. И прямо в него кидаем наш видеофайл. Я нашел какой-то видосик, где корги бежит. Здесь, конечно, ракурс немного не такой, как у нас, не вид спереди. Если заморочиться, конечно, можно прямо разместить видео под объектом с нужным ракурсом и выстраивать объект прямо по силуэту. Я сейчас заморачиваться не буду, я вам покажу лишь пример того, как это сделать. То есть я размещу рядом и буду срисовывать с него. Принцип точно такой же, как мы делали до этого. Теперь в этот раз мы уже сами будем выбирать нашу раскадровку. Выбираем какие-то ключевые кадры и размещаем наши кости в соответствии с ними. 2 hours later. Ну вот как-то так у меня получилось. Обратите внимание на виде сбоку, что в этой анимации, в отличие от предыдущей, у нас объект перемещается вперед. То есть если там он бежал на месте, то здесь мы смещаем наш root bone по Y, и весь наш объект смещается так, как мы задали это в анимации. То есть нам не придется в Unity потом программно двигать его, задавая смещения какие-то по X или по Y, что будет более реалистично. Ну и напоследок давайте создадим еще одну анимацию покоя. Возьмем первый кадр из нашей заготовки Start Run и немножко изменим позиции костей, чтобы выглядело, что он там дышит хотя бы или что-то типа того. Я думаю, сойдет. Ну и мы готовы к экспорту в наш движок. Переходим в объектный режим. Выделяем наши два объекта, это скелет и mesh. Файл, экспорт, FBX. Давайте создадим отдельный каталог, куда будем складывать наши модельки. Отметим Selected Objects, для того, чтобы экспортировать только выделенные объекты. Здесь есть еще некоторые поля, но на них мы пока не обращаем внимания. И просто экспортируем. Открываем Юньку и видим наш объект и нашу текстуру. Первым делом, что мы сделаем, во вкладке Rig выберем наш аватар Create from this model, чтобы у нас появился root node, там где мы выберем нашу корневую кость, арматуру root bone. Применяем наши модификации
И давайте закинем его на наш кубик. Видим, что размеры совпадают. Давайте вернемся с вами назад и вспомним про те самые манипуляции, которые мы совершали с поворотами. Допустим, бы мы их не сделали, и тогда наш меш и скелет имели бы нулевой градус поворота, и мы бы применили наш скелет к мешу. Тогда при экспорте наша моделька бы изначально, казалось бы, имела нормальные значения, повороты нули, масштаб единичный. Но если мы перейдем на арматур, то мы увидим непонятный поворот почти под минус 90 градусов, и также масштаб в значении 100. Дело все в том, что Unity и Blender используют разные системы координат. И именно для того, чтобы пофиксить эту проблему, при экспорте создается изначально вот этот вот поворот, чтобы при экспорте вы не заметили разницы. Но, как мы уже выяснили, лучше изначально применить все вот эти повороты и масштабы, чтобы потом в движке не было никаких проблем. Поэтому мы и делаем те самые манипуляции. А вот чтобы пофиксить масштаб, выбираем Apply Scalings на FBX Unit Scale. Теперь, как мы видим, у нас все значения правильные. Ну и в итоге получается примерно как-то так, вот он у меня будет бежать. Ну а о том, как создать аниматор и как заставить его двигаться и реагировать на наш Swipe Manager, я вам расскажу в следующем уроке, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующем видео. Всем пока!